Турнир в Бане Лука. Да, это первый выезд. Готовились к нему. Там как-то, такие неудачи во Франции еще в памяти сохранились. Но это, правда, турнир уже взрослый. Кроме того, надо выполнять нормы. Конечно, все хорошо. Первенство СССР, высшая лига, все эти победы. Но вообще-то нужны результаты, нормативы. Значит, задача стать международным мастером. В идеале это можно сделать было, выполнив гроссмейстерскую норму сразу. Выполняешь гроссмейстерскую норму, получаешь сразу 2 балла международного мастера. Ситуация в какой-то мере схожая была с Минском 1978 года, но там была реакция даже был жестче, потому что это такое там? Советские присылают вообще там мастер без рейтинга. Ведь у меня рейтинга нет. Потому что на самом деле в тот момент все это в систему только устаканивалось. И вообще приезжает парень, у которого рейтинг 2200. Потому что международный рейтинг, надо было его пересчитать, в принципе. И никто не торопился засчитывать советский рейтинг, который там уже должен был, в принципе, за 2500 уходить. Там очень громко возмущался, особенно гроссмейстер Вукич. Что это вообще просто оскорбление. Что это такое вообще? Как это так вообще? Приезжает мальчик сюда вообще. И рейтинга нету. И организаторы тоже, они, конечно, интересно было, что там получится, Но, с другой стороны, опять, Потвинник звонил, там, в принципе, и, в общем-то, советские все-таки. В итоге все-таки прислали, как говорится, Тигран Вартанович Петросян приехал все-таки еще. Но турнир был приличный, там, в общем, Вульф Андерсон играл, там, Ян Смейкл играл, то есть там были, в общем, естественно, большинство было местных шахматистов там. Перед отъездом мама там куда-то пошла в Баку в ателье, чтобы пиджак там сшить. Вообще как-то надо, опять ресурсы были там сильно ограничены, хотя уже какие-то деньги там начал там минимальные зарабатывать, но все равно надо было как-то подготовиться. В общем, все это было очень так по любым меркам довольно примитивно. Потом мы приехали в Москву, поехали, позвали на дачу к Тиграну Вартановичу. Познакомиться надо было. Очень дружелюбно было все, не знали мы, конечно, что еще нам придется несколько раз вместе выезжать. В общем, Роман сказал, так, в 1953 году Тигран поехал на турнир в Бухаресте со Спасским. Ему было 16 лет тоже. Вспомнил, со Спасским поехал. Имейте в виду, в общем, такой, у него легкая рука там, путевка в большую жизнь, шахматы, в общем. Мы полетели, турнир. Такой очень провинциальный город, югославский. Играли тогда в шахматы везде в Югославии. Страна, в которой шахмат был не меньше, если не больше, чем в Советском Союзе. Снова я смотрю, состав большой. Я не помню, какая была норма гроссмейстера, но я понимал, что я вполне могу выполнить. Чуть не выполнить норму. Да. Но это все равно, чисто рейтинг как-то давит. Повезло по жребию, в первом туре играл с Тиграном Вартановичем. Сразу. Играем, он что-то решился. Я пошел Е4. А он перед партией, когда мы вместе обедали, он, в общем, явно намекал, что вообще-то вообще, да, как-то, советский. Я... Подсознание у меня это была мысль, в принципе. Я пошел Е4, он как-то Е5, испанская какая-то. Я не пошел Д5, как я его очень пошел конь Д2. Он пошел слон Д7, все равно потом пошел Д5 как-то. Закрыл позицию. А он плохо слышал, у него слуховой аппарат, он его снимал, поэтому вообще мог не услышать ни чья, ни ничья, в общем. И позиция, я пошел Ж4 в какой-то момент, он H5 пошел, я пробиваю на H5. Мне кажется, у меня была немножко приятнее позиция была, но Тигран Вартанович предложил ничью. Что делать? Да? И я ничья. В общем, был доволен Тигран Вартанович. Сыграли ничего в первом туре. Я говорю, слава богу, партия закрылась. В следующем туре я играю с Шибаревичем. Я говорю, Тигран Вартанович, что играть, в принципе, на ферзе? Я говорю, если играть Каракан или Сцлянку. Он говорит, ты что думаешь вообще, в принципе? Каракан. Будешь играть. Я же играл Каракан. Играть будешь. 50 ходов. В принципе. Маленький перевес. Потому что зачем тебе это надо? Играй в Сцлянскую. Играй в Сцлянскую, все кончится гораздо быстрее. Да. А, кстати, я тоже забыл сказать, что в 1978 год, когда, закончился турнир, Гуфельд позвал всех на большую вечеринку. Мы там сидим, там очень такой идет
откровенный разговор, то, естественно, люди много пьют уже, все. Гуфельд меня смотрит и говорит, ну, Каракан, тебе не стыдно играть этот дебют? А он же играл Дракон всегда. Я говорю, я не знаю. Посмотри на себя в зеркало. Ты же мафиози, сицилианская, которая только посмотри на себя в зеркало, как тебе не стыдно. В общем, Гуфельд. И еще, значит, здесь... Капали немножко на мозги. Да. Значит, Петрос, слушай, играй. Ну, убедил меня Тигран Вартанович, сыграл я слянку, там Швинген, получается, Все четко. Да? миссия, естественно, там партия там как-то кончилась там. До откладывания. Тигран Вартанович сейчас. Я же тебе говорю просто. Вот еще Браун там играл из сильных шахматистов. Как раз с ним в третьем туре я попадаю в партию. Вот. И там как бы, у меня еще там репертуара такого не было четкого. Значит, я решил на индийскую со 2-3 играть. Вот. Браун там какую-то левую систему, там с C5 играет. В общем, я быстро получаю инициативу. Но он явно не понимал, с кем он имеет дело. Ему казалось, что он там будет там как-то маневрировать. Просто я там расставил фигуры, прорвался по центру. Значит, просто и там, просто он там в очередном цейтноте, просто я шансов не оставил никаких. Просто, как сейчас говорят, на разнице в классе. Значит, народ начинает там волноваться, потому что вообще-то рейтинга у меня, конечно, нету, но вообще-то как-то партию выигрываю, да. В четвертом туре я очень легко обыгрываю от кубинца какого-то, просто там ходу, по-моему, в 25 черный. Просто староиндийская, потом такой модификация волжского гамбита, жертву пешку, там просто, в общем, опять все фигуры там просто там, черный заходит в лагерь белых, там, 25-му ходу белых просто нет просто там. В пятом туре с Маровичем партия, значит, я там тоже свою разработку, значит, рискованно, но по тем временам как бы это опять было новое слово. Значит, это ферзевый гамбит и система сверств и 3 нуля играю. Так там играли еще во времена Акиба Рубинштейна, но потом забраковали, естественно. А я там посмотрел там теоретически там, значит, вот, то, что написано было в энциклопедиях, там, значит, вот, в информаторах. И, в общем, придумал там собственные идеи. В общем, как очень интересные жертвы там. Марович, такой почтенный гроссмейстер, там, вел там, как этот шахматный, я не знаю, вестник, в общем, человек писал, журналы сдает вообще. Тут так не играют в шахмат. Что такое? В ферзевом гамбите там 3 нуля человек ходит. Что это такое? Как это? Так не положено, в общем. Очень сложная партия была. Он явно не справился со всеми проблемами, как бы. Я в итоге инициативу захватил. Хотя, как бы, ходы, которыми я гордился, вот, как бы потом компьютер сообщил, что, в общем, гордиться этим было не обязательно. Компьютер просто какой-то апатики. Да. Вот, значит, но, тем не менее, как бы, получая выигранную позицию, потом в очередной раз, как бы, расслабился, устал, допуская ошибку, в общем, он какую-то получил контр-игру, но у него уже времени не хватало. В итоге он в цейтноте флагу уронил, в общем, я партию выигрываю. Вот. Но все равно впечатление производит партия, потому что опять так не играют, как бы, вот в такой манере. И карта заканчивается, и там я вижу человек такой высокий, я не знал, это Дмитрий Белецкий был, журналист такой известный. Он в этот момент был, видимо, проходил какую-то там службу там, в армии, там, резервист. И он был в форме офицера югославской армии, значит, и он так сбегает и говорит, это новый Фишер, кричит. Вот. Я тоже возгордился. Новый Фишер, значит, 4,5 из 5 у меня. В 6-м туре я играю со Смейкл. Ходу на 12-м там, можно было сдаться уже черными, там, страниц, как-то что-то я, может, там, на 14-м. Но я начинаю сопротивляться отчаянно, а Смейкл, он цейтнотчик, в общем, он там не может найти форсированный выигрыш, в итоге он попадает в цейтнот, и в итоге и как-то вот позиционально у меня не очень хорошая, но уже, в общем, там он в панике, в общем-то, я мне ничего предлагаю, как бы он соглашается. А потом я еще 4 партии выигрываю. Просто начинаю, я там выиграл у Княжевича я выиграл, у меня здесь, если я не ошибаюсь, значит, белыми я выиграл. У Марьяновича, у Княжевича, а потом Букич и Вукич. Сначала Букича, причем Букич, да, два Букича. В общем, я выиграл уже не важно, какие позиции, значит, я... Букичем длинная партия, в итоге конь с эндшпилем, там, по-моему, там ладья, коней 2 против ладьи, коня и пешки. Я выиграю при доигрывании. Там, мы с Тиграном Артановичем обсудим как-то. Мы там ходили, мы обедали вместе. Хорошо сыграли сразу. Там, значит, вот он там какие-то советы давал. Все, значит. Хотя тоже немножко это самое так, Артанович как-то слишком уж много очков набирает. Да, значит, да. Но
виду не подавал, на самом деле. Так, вот, а в 10-м туре с Вукичем, вот с тем самым Вукичем, который, в общем, страшно недоволен был тем, что я, значит, приехал. У меня уже был 8 из 9 в этот момент, вот как бы после партии стало 9 из 10, просто, да, просто в одну калитку была партия, причем я помню, что он там что-то жаловался, что я не так смотрю на него, ему с зала там быстро объяснили там на родном языке, что играй в шахматы, играй в шахматы, не жалуйся. В общем, стало 9 из 10. Тут возникает очень интересная дилемма. А что с моим рейтингом делать? Дело в том, что если у меня 2200, то мне надо давать рейтинг по первому турниру. А там уже дальше народ начал считать, что если я буду так играть, то там 2850 может получиться. Не, ну как-то просто, если. Тогда не было этих правил количества партий, то есть там просто турнир, и тебе дают по турниру, и сразу присваивают. Паника наступает, в общем. Там, между прочим, в СССР тоже там народ напрягся, потому что там у Карпова там 200-700 с чем-то, а здесь сейчас как с этим справиться? Приходит бумага, что вообще-то рейтинг у меня есть советский. Вдруг они сообразили, да? Оказывается, рейтинг у меня есть, на самом деле. Молодцы. На самом деле, там что-то там порядка 2500 рейтинг уже есть. Поэтому, значит, срочно надо этот рейтинг включить. Хотя в исходном списке турнира у меня было 2200. Вот. Но, правда, на финише я там, конечно, начинаю тормозиться сильно, потому что, честно говоря... уже не было. Не знаю, как-то не получилось. Там с Матановичем партия какая-то... Матанович, Гарсия, Кураица... 3 партии, в общем, были, значит, достаточно короткие ничьи. Гарсия, правда, потому что какие-то проблемы перед мной поставил в Странийске, там я их решил. А эти 2 партии... Сандерс с Ульфом была ничья, короткая ничья с Ульфом была. Я черными играл. Вот. Ульф всегда был осторожен, да. Вот, за первое место понял, что бороться уже не получится. Вот, значит, я сделал 4 ничьи, потом играл с Адарьяном. Вот как раз с ним у меня там выстроить отношения такие потом шахматные. Вот. Такая борьба была серьезная у нас. Маринку принял в Швенгене. В итоге кончилось все ничьей. Там такая очень хорошая партия была. Тема рейтинга закрылась. То есть я даже помню, считал рейтинг, на что Адарьян мне, он говорит, слушай, что ты нервничаешь? Все равно тебя засчитают. Вот у тебя будет... Начнешь со своих 2500, никто тебе в жизни эти 2700 с чем-то не засчитает. Вот. Значит, поэтому турнир закрылся. Значит, вот я не помню. 11,5 из 15 вы набрали. Я набрал, сейчас, как 11,5. 11,5 из 15? 11,5 из 15, да, плюс 8 я набрал. Да, плюс 8 набрал. Значит, у меня там рейтинг 25-45 уже был. По тем временам огромный рейтинг, на самом деле, да. А вы на тот момент были мастером, да? Я был просто мастером. Советским мастером, национальным мастером был просто. Значит, а дальше происходит, я становлюсь международным мастером уже. Но интересно, что вот тут... Я даже не понимаю, почему это произошло. Мне засчитали этот турнир с гроссмейрским баллом. То есть то, что я сказал, что на самом деле я проскочил одну ступень. Ступень международного мастера? Дело в том, что международный мастер надо 2 раза выполнить норму было. Да. Или 11 норму гроссмейстера выполнить. Я выполнил норму гроссмейстера, но так я там набрал еще хреново тучу очков, то мне, значит, засчитали 2 балла международного мастера, и еще 1 балл гроссмейстера дали просто. Значит, не знаю почему. Чего они так расщедрились, непонятно. Понятно, что я бы все равно это сделал бы, выполнил. Но просто упростили задачу. Мне осталось выполнить еще 1 норму гроссмейстера. Но, опять, у меня рейтинг уже был тогда, 2500, я не знаю, 40, по-моему, 545 у меня после турнира был. Сегодня это, конечно, ерунда. В тот момент это... Тогда... В первую... я думаю, что это точно первая сотня была. Я думаю, что это даже, может быть... я думаю, что это 50 точно Первые было. 50, наверное, скорее всего, были. Учитывая... Там 20-ку замыкали люди с 2600, скорее всего, я думаю. Нет. Сколько там от 2700? Сколько людей? Где? В рейтинге. 2700? Да. 1 человек. Соответственно. Нет, 2600 было человек 5-6. Нет, 2600 было человек 5-6. На самом деле мало народу. Так от 2545. Скорее всего, да. Я думаю, что я просто не помню. Может быть, первые 50. В общем, понятно, что я уже вошел в элиту шахматную. Значит, 79-й год, после этого я возвращаюсь. Я сказал уже, значит, этот турнир решил все материальные проблемы. Потому что помимо этих $3000, 54 тысячи динаров тогда это было. Бешеные деньги. Да. Там система обмена. Кстати, это же Петросян и Карпов добились в 1975 году очень выгодных условий для шахматистов. То есть мы имели самые выгодные
Курс, да? Обмена, потому что мы могли, сохраняли, в общем, почти 60% приза сохранялось у тебя. Вот. Плюс Тигран Вартанович там организовал сеансы. Ну, это был здесь, конечно. Вот. И тут сеансы, там сеанс. Как бы, да, поэтому я еще закассировал все дополнительные деньги. Вот. Причем там по тем временам платили очень хорошо. Как бы, вот. И, в общем, я вернулся домой, как бы, знаешь, королем. Вот. А потом спартакиада народа в СССР, значит, ну, я за Азербайджан играл, мы там сборы проводили. Там, ну, уже я и по рейтингу превосходил Багирова, естественно, и по результатам я в высшей лиге играл, он вылетел в первую лигу. Но он говорит, ну, слушай, да, я сказал, пожалуйста, в принципе, играйте на первой доске, как бы, да. Но команда наша провалилась. Мы играли в турнире в группе из 5 команд, значит, там РСФСР, была, безусловно, сильнейшая команда РСФСР, Латвия, РСФСР, Латвия, Эстония и Молдавия. Вот. Я, естественно, думал, мы сейчас будем бороться за выход в главный финал. Багиров очень скептичен был, говорит, что надо было во второй выйти, потому что группа такая сильная, что можно оказаться в третьем. Где мы оказались в итоге? В принципе, оказались в третьем финале. Вот. Я проиграл Вейнгольду во втором туре. Ничью с Гипстесом сделал, белыми, бесцветную, в Еже Хедшоге. Проиграл Вейнгольду Страндийской, такую партию, мастеру эстонскому. Вот, там сделал с Молдавией ничья была Веркин, но зато выиграл у Полугаевского в очередной раз. Там, значит, Клиент появился. Значит, там играли мы, значит, Сицилианскую, значит, там получилась такая модификация атаки Керес, я там атаковал, Лео хорошо защищался, в общем, отбился, даже инициативу перехватил там в Веншпиле. Ему казалось, что в Веншпиле уже есть шанс на победу. Вот, я предложил ничью, он отказался, такой в обоюдном цейтноте отказался, вот, зевнул тактику, проиграл. Вот. Багиров посмотрел, он же был тренером Полугаевского какое-то время. Он сказал, что интересно, в Тбилиси он не услышал, здесь отказался, дальше будет принимать сразу. Что и было. Здесь дальше какой-то проблем не было с его Абрамовичем. Вот, значит, в третьем финале я там 4 партии играли, я там 3 выиграл. Легко. Кстати, выиграл бы 4-ю, взял бы еще первое место на своей доске, как бы, вот, ну, так, за счет какого уровня соперников. Но там я там с каким-то мастером из Таджикистана играл так безобразно. Мастер Гулбингер, по-моему, фамилия была его. Таджикистан. Должен был проиграть, ну, там, сделал чудом ничью. В итоге плюс 3 набрал, как бы рейтинг не потерял. В общем-то, ну, доску Белявский выиграл. Он выиграл Полугаевского в последнем туре, в варианте Полугаевского. И в конце спартакиады я впервые познакомился с Кампоманосом. Там приехал, Кампоманос приехал. А он уже был президентом? Нет. Не, стоп, это какой, 79-й год? 79-й год, да. Но приехал-то он не просто... Там был Олафсон, да, президентом? Да, приехал он не просто так. Я полагаю, что приехал так, как бы на переговоры там, вот, с кураторами своими. Вот. Ну, я такие детали вообще не знал. Просто Кампоманос какой-то человек там просто там известный, там что-то организовывает. Вот. Ну, просто запомнил. Что мы встретились, да, он говорит, как 2 слова. А, кстати, как тогда ситуация была политическая, назовем ее так, такую линию все-таки в шахматах? Ну, ваша личная. Политическая... Дома какая-то поддержка уже появилась? Политическая ситуация для меня, как бы... Ну, во-первых, всегда как меня немножко поддерживали, в принципе. Ну, вот, спорткомитет Азербайджана оказывал какую-то поддержку. Вот. Но принципиальный момент, конечно, это сам, когда после Бани Луки я приезжаю, значит, и нам звонят, что меня принимает Алиев. Вот, как бы. Но это уже другая ситуация совершенно, как бы, да. Значит, и как прошло общение? Очень хорошо прошло. Мы были с мамой там, как бы, вот, значит, председатель спорткомитета там, значит, секретарь там ЦК какой-то очередной сидел. Вот. Но он как раз вот видел перспективу, как бы, причем его не смущало то, что армянин, как бы, в Азербайджане, как бы, главное, что из Баку. И эта поддержка, на самом деле, будет играть решающую роль в том, что меня не смогут снять с пробега. Можно рассказывать байки о том, что Алиев там кого-то вмешивался. Меня просто несколько раз могли снимать с пробега. Или не давать возможности себя реализовывать, потому что блок можно ставить там, перед человеком в Советском Союзе, можно было ставить там разными способами, на разных фронтах. Да, способами там, в разных ситуациях. В
прием Алиева гарантирует, что будет уже поддержка внутри, значит, и мне позволяет построить базу, вот, в принципе, начиная с 80-х, ну, это 80-й год. Вначале мы начинаем, может, даже во второй половине. Когда мама уже уходит с работы, вот, она потому что все-таки совмещала. У нас там будет уже база, вот в Загульбе строится, то есть как бы там постоянно санаторий 4-го управления, там, значит, будут номера, как бы, то есть я могу туда приезжать. Вот. Хотя мы как бы в основном как бы финансировали сами, то есть я уже как бы, у меня появляется возможность как бы самому там как бы вкладываться в это, но есть все равно помощь. А плюс там как бы в тот момент важно там дается там, значит, там доступ к первому магазину, то есть возможность покупать нормальные продукты. Вот. Плюс он дают еще, ну, как бы с его подачи, как бы, значит, новую квартиру. В том же доме, где бабушка, маленькая квартира, там двухкомнатная, но тем не менее все равно появляется как бы вот своя квартира, 79-й год. Вот. В тот момент, мне кажется, еще как бы еще не до меня. В том плане, что как бы есть еще как Корчной. На самом деле проблема Корчного существует. Как бы он там, скорее всего, как становится потенциальным как бы, ну, претендентом. Поэтому там мысли, там, естественно, Карпова, естественно, и, там, и все, и Карповского окружения, ну и те покровители Карпова в верхушке советской, они думают все-таки об этом пока. Вот. Но то, что есть потенциальная опасность, они уже знают. Потому что я, в общем, поднимаюсь достаточно быстро, и видно, что, в общем, в 1984 году очень может быть я выйду домой с чемпионским мира, потому что темп просто очень большой, как бы. И опять, все равно есть много препятствий, потому что надо пройти квалификацию. Советская квалификация, на самом деле, большая проблема. Это советские зональные турниры, гарантии выхода в межзональные не давали. Там, сколько раз там Леонид Штейн Пытался. Да, сколько Борис Паски, в принципе, это не проходил. То есть, на самом деле, советские зоны были препятствием даже для самых сильных шахматистов. Поэтому там надо это пройти, зона, межзональный, вот, надо все-таки нужны победы постоянные. А потом матчи претендентов. То есть, как бы, и тем не менее, как бы, вот, значит, уже так на радаре был. И, наверное, уже какие-то планы строились, но, я повторяю, к этому моменту, 79-й год, даже 80-й год еще это не было первоочередной задачей. Потому что, конечно. То есть, впереди еще у Карпова был второй матч с Корчным. Вот. А для меня это был как бы хороший период, потому что я, в общем, мог как бы заниматься, то есть уже появились организационные возможности достаточные. Понятно, что уже профессиональная шахматная жизнь, там, понятно, что там цель выход там межзональный, там, звание чемпиона мира. Я даже помню, что когда вот я после Бани Луки приехал, в 79-й, там же был межзональный в 79-м. И вот тогда дядя Леня, значит, он маме говорит, Клара, говорит, Аида, говорит, в принципе, тебе надо сейчас обязательно, ты же Буль Алиеву, значит, надо это самое добиваться, чтобы он там позвонил, чтобы Гарика включили в межзональный. Он говорит, зачем? Как ты что, сейчас же он же тут. Он говорит, зачем? Межзональный надо играть, чтобы выходить. Это не тренировочный турнир. Ну, понятно, что никто пока не выйдет. Зачем мы будем сейчас перенапрягаться? Все? Через 3 года будет играть, в принципе. Как бы. Зачем сейчас куда-то спешить? То есть мама все время как-то мудро чуть-чуть сдерживала, да? Мама считала, она же менеджер, организатор всегда была. Иначе она просто понимает, что какие-то вещи должны дозреть. На самом деле, как бы, и, понятно, цель там, стать чемпионом мира. Но лучше не проваливаться на этом пути. То есть она как бы всегда вот, как бы, давала как правильную установку. Но она вообще вас чувствовала хорошо, очень знала хорошо. Естественно, да. Как бы не всегда это так говорит. Да, но у нас просто после того, как не стала папой, она же как бы вся ее жизнь, вся жизнь абсолютно ее как бы переключается на меня. То есть поэтому она этим живет только. Вот до самого последнего дня будет жить только вот этим. Вся ее жизнь, она будет связана так иначе со мной. Даже когда не будет шахмат, уже другая история будет. Тем более, что я в какой-то момент вынужден был уехать из России. Для нее это, конечно, был большой тяжелый удар, в принципе. Но как бы телефонная связь, там, скайпы, там все помогали как-то поддерживать этот контакт. Но она все будет жить только вот этим. И в тот момент как бы вот она еще продолжает работать, но это по инерции уже. Причем я даже помню, я там приходил к ней на работу, там давал сеанс как-то вот. Но вот она работала в институте АЗНИИТ, азербайджанский там научно-исследовательский электротехнический институт. Вот. Но уже, понятно, она, как говорится, готовится уходить, потому что никакой нужды в этих деньгах нету. То есть я уже начинаю зарабатывать хорошо, а нужна организационная помощь. То есть вот это. И, по-моему, она уйдет в конце 80-го, в начале 81-го года окончательно. Все, она переключается на эту работу. То
есть она будет возглавлять не лабораторию там, а конкретно будет возглавлять уже наш. Да. Ну, это команда, на самом деле. Команда может меняться, но вот она будет как бы рулять. Да, вот вообще тогда, это же по сути карповское изобретение, большая команда, которая на тебя работает. До него все-таки такого не было. Фишер сам работал. Корчной кого-то брал, но тоже Ну, я больше понимаю. сам работал. Ну, на самом деле, во-первых, объем информации вырастает, как бы. Значит, естественно, уже другая подготовка требуется. Потом, в принципе, перед матчем с Фишером у Спасского тоже большую команду собирают. Но опять, это как бы вот буквально вот на... Так, да, конечно, там один тренер, один секундант. Вот. Ну, да, это... Ну, Но вы уже тогда, по сути, собрали команду. Ну, Никитин, Шакаров, ядро было, в принципе. Значит, как бы, ну, я говорю, Ботвинник просто был как бы там... Смотрящим. Супервайзер, Да. такой, как бы, да, значит, назовем, да, такой учитель вот был. Но это только уже в 1981 году потребуется создание команды. Вот, уже профессиональной команды для межзонального матча претендентов и, естественно, матча на первенство мира. Она будет собираться уже вот как с 1981 года. Последовательно будут приходить. Так пока были вот Никитин и Шакаров. Никитин концентрируется полностью на этом. Шакаров какие-то там еще имеет там какие-то функции с азербайджанской сборной, но реально тоже работает только со мной уже. То есть вот, ну, есть два человека, с которыми можно работать. Ну, пока назвать командой по нынешним меркам это достаточно. По нынешним меркам нет, но по тем меркам это все-таки уже какой-то коллектив, да, который... естественно, да. Ну, главное, что это люди, которых я знал, с которыми как мы уже шли долго уже. То есть, и в 1979 году как бы, уже он сработавшийся слаженный коллектив. Да. Значит, последний турнир 1979 года – это первенство СССР. На этот раз я уже еду туда, не сказал фаворитом, но я, в общем, еду туда с амбициями. С амбициями, да. И уже все понимают, что, в общем, я туда приехал не просто так. Я, естественно, сам молодой. Там туда уже выходит Юсупов из первой лиги, между прочим. Вот как бы. Вот. Соперничество возобновляется. В какой-то момент, значит, было... Он резко ушел вперед, я оказался сзади. Потом я вырвался вперед, как бы, значит, вышел в высшую лигу. Но Артур там добрался, значит. И, кстати, Далматов тоже вышел с первой лиги. То есть, на самом деле, значит... Причем Далматов же в 77-м в конце станет чемпионом Европы. Тоже станет международным мастером. Вот, как бы, до 20 лет. То есть, у них был... В начале 78-го у них был перевес. Потом, как бы, значит, я догнал, даже вышел вперед за счет вот этих успехов своих. И они выходят в высшую лигу, то есть поэтому там все соперничество возобновляется, на этот раз в очную уже. Просто, вот. Но у меня, конечно, опыт есть, в принципе, игры в высшей лиге, но, тем не менее, турнир-то все равно очень сильный. Как бы, значит, Цышковский, который выиграл турнир в Тбилиси, вот, он потом набирает, там, по-моему, там, плюс 5 набирает, а в Минске он проваливается, набирает минус 5. В принципе, да. На что Гуфельд, естественно, конечно, отреагировал, сказал, угол падения равен углу отражения. Такой, значит, комментарий был. Вот. И Минск начинает первый тур Георгадзе. Вот, значит, он причем подготовил там к турниру, он подготовил систему в защите Филидора с третьим взятием, значит, на D4 здесь, значит. Вот, подготовил к турниру. Я так посмотрел, почувствовал, что, в общем, сейчас будет ЕД, значит, пошел слон c4. Значит. Ну, такая медленная игра. Так, вот, ну, я всегда любил такие эти позиции. Полностью его переиграл. Значит, в какой-то момент он даже мне ничего предлагает, почему мне кажется, хуже там, сделал псевдоактивный ход. Естественно, я отказался. Очень, очень качественно выиграл партию, четко совершенно. Вот. Во втором туре выиграл Свешникову партию. Вот, в Сицилианской c3, кстати. Там, значит, там применил новинку. То есть я... Он выиграл партию у нашего мастера Гавашляшвили на Спартакиаде. А я там подготовил там усиление. В общем, значит, как бы... Получился Янич при меня чуть лучше. В общем, он играл не очень хорошо. Потом у меня был выигранный Янич, я допустил серьезнейшую ошибку. Дворецкий, конечно, доволен был, указав, что это за ход, там, G6 сделали, в принципе, да? Что действительно ход выпускает выигрыш. Вместо этого был норм. Но я там вдохновился, я увидел ловушку в пешечном эндшпиле, в который Свешников попал. Вот, поэтому я просто поторопился, вот, значит, да. Вот. И в итоге он попадает в ловушку, значит, я выиграл партию, значит, 2 из 2. И в третьем туре я играю с Юсуповым. Вот, в принципе, значит, да. Значит, ну, вот, значит, Е4, Е5, значит, и Артур решил сыграть открыто в испанской партии. Вот, как бы. Ну, я не могу сказать, что я, как бы, в тот момент что-то особенно знал по этому варианту. Вот. Значит,
Ну, я решил тут как бы немножко удивить его. Сыграл тут слон Е3. Слон Е3, слон Е7, конь Д2. Конь Д2, кстати, неудачный ход, потому что есть конь С5 есть ход. Тоже стандартный маневр. Точнее, С3, потому что конь С5 на С3 уже конь Д3 будет ход здесь. Надо ходить, поэтому начинать надо ход от С3, в принципе, правильно. Ну, как, собственно, играют. Ну да, так, теперь я пошел С3. Вот. Ну, здесь он сделал ход слон Ж4. Ход, кстати, сейчас, по-моему, там Анант играл, там доказали, что черный держится. Но вообще, как бы, там, сильнее ходить, по-моему, или конь С5, или как там, ферзь Д7, там. Ну, ферзь Д7, Широв со мной играл, слон С2. Там Слон G4 тоже плановый. Слон G4, да, плановый ход, как бы. Я, в общем, не сильно все это знал, но я здесь побил на E4, как бы, ферзь D5 сыграл. Вот. Здесь, по-моему, ничья, пусть ферзь D5, сейчас они вот натренировались сделать ничью. Вот. Но, в общем, Артур был здесь немножко, конечно, такая ситуация новая, нестабильная. Он вообще не очень уверенно себя чувствовал, как ситуация меняется быстро. Он побил на F3, я побил на c6, побил на g2, значит, ферзь g2, и пошел ферзь d7. Вот, как бы, ну, это, как бы, ему показалось, что очень хорошо. Я все играл с листа здесь. Ну, понятно, что если сейчас белые ничего не сделают, просто у них будет просто плохо, потому что, ну, ход слон h6, естественно, как бы, я тут... Опцион. Да, естественно, конечно, сделал. Вот. И здесь уже у черных возникает, как ни странно, проблема. Вот, в принципе, значит, он побил на h6, да, по-моему? Да, побил. Побил f3. Ну, белые как фигуру отыгрывают, но еще очень важно, что как бы все-таки белый слон, он начинает работать активно. Хотя, мне кажется, позиция далеко не такая плохая у черных, в принципе, здесь как бы. Вот. Ну, не артуровская игра. Да, не артуровская. И он ходит здесь, он пошел здесь h5. h5, по-моему, не лучший ход h5. Да, ошибка. h5 ошибка, там надо было что-то, королем надо уходить было, да, по-моему, здесь. Я пишу. Ладья Е8. Ладья Е8. Ну, в общем, скорее всего, да. Значит, просто потом поле G5 слона здесь. Если белый будет забирать, слон может перекрываться. Вот такой вот ход был. Вот. А h5, только вот он как бы, ну, ход естественно защитит пешку, но на самом деле дает белым возможность быстро. Значит, ладья d1, ферзь f5. Ферзь c. Нет. Ферзь f5, ферзь f5. Ферзь f5, ферзь f5, fg. FG, а теперь бить на g4, там в конце ладья d7 будет очень неприятно заход. Значит, поэтому ферзь бьет e5. Здесь очень сильный ход ладья d1. На самом деле, да, вот этот ход выигрывающий партию просто, на самом деле. Вот. Просто все разваливается. Ферзь c5 шах был, да, по-моему? Да. Король h1, ладья d8, и здесь ладья f5. Неожиданно. Ладья f5, ферзь d6. Фигура с темпами, да? Ферзь d6, ладья f5, ладья d5. Просто фигуру вчера потеряли. Ну, ферзь f6, g5. Просто выиграли фигуру. Ну, как-то еще сопротивлялся, в общем. Да, ну тут быстро партия закончилась. Да, партия заканчивалась так быстро. Значит, да, значит, 3 из 3. 3 из 3. 3 из 3. Значит, ну, причем, как бы, ну, тут никого это не удивляло. Как бы, понятно. Вот. А потом партия с Рожковским там вот была... Я пытался найти выигрыш в этом форсированном варианте с отравленной пешкой, слон g5. Там, в общем, большие осложнения были. В общем, в итоге вечный шах, там ничего не получилось. И потом серия из ничьих идет, 6 ничьих. Причем идет игровые ничьи все время. Борьба там и с Шковским была интересная партия, с Разуваевым, там, близко, ну, не получается. 6 ничьих. Вот. Ну, все равно плюс 3. То есть 9 туров плюс 3. Не те плюс 3, которые вы в уме считали, Нет, уже плюс 3. Уже плюс 3 уже, да, уже плюс 3. В общем, это как бы... И более того, в принципе, впереди у меня там такой жирный ряд. Обзорный ряд. Да, Лернер, Аникаев, который на последнем месте, Белявский, Ваганян плохо играющий. То есть как вот там аутсайдеры турнира просто идут. Ну, вот оно там, да. Значит, вот ну, сейчас пора прорываться. А я помню, там как раз по разнарядке надо был сеанс где-то давать. Знаешь, все ходили куда-то, там давали там за какие-то небольшие деньги сеанс официально, какие-то советские учреждения. А потом мы с Никитой пошли еще фильм смотреть «Один». Это не «Один», это «Викинги». «Викинги» фильм назывался. Значит, ведь, 58-го года фильм. 58-го года с Кёрком Дугласом, там, по-моему, с Тони Кёртисом. В общем, я там очень вдохновился. Там они «Один» кричали, там все штурмовали. Все, значит, я выхожу на партию с Лернером.
Причем, значит, у меня уже как бы там новая идея была вот в этом, в Немцовиче с конь G2, там с G3, слон G2, там аж 3 G4 движения, в общем. Все идеально складывается, в общем. Лернер явно не готов к этому, в общем. Захватываю инициативу, времени больше у меня, позиция. Ну, он там пытается какую-то контр-игру создать, позиция просто выигранная, там уже пешка лишняя, там вторая лишняя пешка, вот. Ну, какая-то контр-игра у него есть, как бы. И тут я не знаю, что начинает происходить. Просто вот вдруг просто серия ходов невероятная. И значит, вместо там, того, чтобы там спокойно выиграть, достаточно уверенно, я, в общем, все отдаю и, в общем, проигрываю партию. Шок вообще просто, в принципе, у меня. Значит. На следующий день с Ваганяном я играю. Значит, ну, правда, Рафик мне вернул подарок, потому что позиция моя была очень плохая была. Это неприятная позиция была. Вот. Но он играл плохо, в общем, в итоге как бы все напутал, и потом я уже выиграл. Следующий Аникаев. Он вообще аутсайдер турнира, я играю белыми, получаю подавляющую позицию. У меня стало +3, значит, снова я уже +4 сейчас, значит, у меня, значит, так. Что я начинаю делать там, это, конечно, это отдельный разговор, потому что как-то какой-то совершенно идет необъяснимый набор ходов, как бы, значит, все отдаю, как бы, партия откладывается, у меня уже хуже. Я не знаю, проиграно нет, то хуже уже. Просто. На следующий день я с Белявским вообще играть не могу, просто, значит, опять получаю нормальную позицию в Биноне, вот, но делаю опять, вместо того, чтобы как бы, нормально играть, делаю опять странный ход, допускаю, в общем, возможность, там, как бы, ну, по сути, меня полностью парализует, легко выигрываю, то есть. А потом предоигрываю, не проигрываю Аникаеву. Просто, значит, вот. Значит, и вместо там +4, +5, +1. Остается 4 до конца, в общем. Ну и вот эта партия с Купречиком, правда, Никитин, который вспоминает, когда, значит, в общем, я явно, конечно, не в себе, просто начинаем партию. Это вот момент, конечно, когда значит, Купречик играет, значит, славянскую, я, значит, решил играть гамбит, но у меня уже все равно было, как я в таком состоянии был, так, А4, Е6, значит, АБ, конь С3, ЦЦБ, конь Ж5, слон Б7, ферзь H5, ферзь D7. Кстати, ну это, по-моему, не лучший ход здесь. Здесь я потом хорошую партию выиграю на Олимпиаде у Петерсона. Это будет вариант, потому что слон Е2 здесь, на самом деле. И, в общем, здесь у белых нормальная компенсация. Ну, все-таки G6 ходить надо, а не ферзь D7. Но в тот момент я что-то смотрю на позицию, думаю, пойду какой-нибудь H7. Купречик конь C6, я бью на F8. И когда я бью на F8, я понимаю, что сейчас есть ход ферзь BD4, просто вот ферзь BD4, то есть которого, в общем, ну, я для себя решил, что пойду ферзь F3, пойду ферзь E5, слон E2 буду играть, буду эту позицию, там, слон 4, ну-ка буду, ну, что ж, по крайней мере, чтобы не сдаться сразу. И Купречик начинает думать, почему. А он очень хорошо играл в турнире, но потом он, как бы, он лидировал даже в какой-то момент, вот, буквально, ну, в общем, выиграл много партий. А потом сбавил оборот, начал проигрывать, в общем, явно потек тоже. И он начинает думать. Я вот смотрю на доску, я все понимаю, да, что сейчас ферзь d4. В общем, Купречик тоже может ход увидеть. Он думает. Я смотрю на доску, не знаю, что мне делать. И сижу. Геллер явно увидел это. Значит, вот, к счастью, такое ощущение, что Купречик не посмотрел по сторонам, потому что там многие на сцене просто увидели этот ход уже, и это просто, знаешь, когда в воздухе носится. Витает, да. И он какое-то время продумал здесь. Никитин там тоже в ужасе уже, что вообще все, конец вообще сейчас там 50% вообще там еще провал. В общем, Купречик побил на H5 в итоге. Побил на H5, да, конь D7, король D7, пошел ладья B1 здесь. Вот, ну, в итоге, как он еще там А6 дал мне еще пешку выиграть здесь. Вот, какую-то компенсацию получил, но в итоге, в общем, я выиграю партию. Вот, потом достаточно сделаю уверенную ничью с Балашовым, ну, там белыми, черными довольно быстро. И в 16-м туре играл с Долматовым. Там была разменная славянка была, я получил инициативу. В общем, какой момент был выигранная позиция, а потом вот партия была отложена, и отложена была, в общем,
ну, в общем, близко к выигранной, но непонятно. Мы очень хорошо проанализировали позицию. Там, на самом деле, это один из таких очень хороший анализ. Я очень гордился, потому что все еще как бы ученик Дворецкого был. А мы тут в Эндшпиле все проработали. Вот, как бы там ладейный Эндшпиль в итоге как бы вот кончилось там, буквально все по анализу. 20 ходов анализа. Я был страшно горд. Снова +3. В последнем туре я играю черными сталями. Ну, Артур тебе уже +4, в принципе. Геллер +5. Михаил Нехемич, а он играл плохо как бы в этом турнире, как бы, в принципе, он сказал, ну, наверное, может быть, не будем особенно как бы, напрягаться. Я сказал, ну, естественно, как бы. Год назад мы сделали ничью в Тбилиси, сделали ничью здесь. В общем, и в итоге +3, дележ 3-4 места с Балашовым, очень как бронзовая медаль. Ну, конечно, хотелось бы лучше. Не триумф, но не провал. Да, ну, Юсупов взял 2 место. На самом деле, Неприятно это было, неприятно. Как-то идет конкуренция, значит, да. Вот. И я помню, когда, значит, турнир кончается, значит, там я вот выхожу за кулисы, и ко мне попадает Батуринский. Виктор Давыдович, маленький, с сигарой. Значит, мы тут посовещались, тут решили, что хотим взять тебя в сборную. Сейчас вот будет первенство Европы. Вот, значит, я говорю, ну, конечно, с удовольствием. Ну вот, хорошо, да, вот, значит, вот, в принципе, значит, вот поедешь, значит, там 10 человек команда, вот, значит, вот. Ну, мы тебя возьмем вторым запасным. Я, ну, хорошо, в принципе, да. Вот. Вот Артура возьмем первым запасным, тебя вторым. Я так, да, как-то спрашиваю, а почему вторым запасным? Знаете? Но он же выше тебя стал в первенстве СССР. Я говорю, вообще-то, если это критерий, то я же обогнал Урбаничного Ваганяна. Он так посмотрел, да, значит, ну, понятно, что я просто из чувства противоречия должен был сказать, в общем. Вот, и, в общем, год кончается, сам кончается успехом, я добираю рейтинг, уже как бы там, я уже не знаю, какой он там у меня. Идет к 2600. А, кстати, Никитин, начиная с какого года он начинает вести? С 77-го, что ли, вот. Он начинает вести, когда я появляюсь в рейтинге листе советском. Значит, там же, наши фамилии с Карповым шли подряд. Да. На самом деле. Там Карпов, Каспаров. Они просто алфавитно шли подряд. И вот он начинает вести сам, у него таблица. Кривые, да? Да, у него, значит, там графа рейтингов была нарисована была, значит, там рейтинги были, значит, там мастер, там гроссмейстер, там супергроссмейстер, там Карпов, там чемпион мира, а дальше было написано Фишер. А он Фишера обоготворил. Нет, ну Фишер выше была. Категория была Фишер. Категория после была Фишер, была категория у Никитина. Вот. И вот, значит, рейтинги начинают сближаться. Карпов пансион в 2700 находится. Ну, уже рейтинги начинают сближаться. Вот. И вот так вот 79 год кончается. Последний 10 класс у меня, в принципе, уже. Я практически не учусь уже. Потому что я учился только в первой четверти 10 класса. А дальше все сдавал экстерном. Ну, сдавал честно, правда. Честно сдавал, учился. Ну, как свои пятерки получал. Вот. Ну, уже идет профессиональная работа, на самом деле, потому что я все-таки уже гроссмейстер, сильный гроссмейстер, можно сказать, экстра-класса, и меня берут в сборную СССР. Ну, тоже событие все-таки. Понятно, что 10 человек как бы там играет. Все-таки это не олимпийская сборная, не 6 человек, но все-таки это возможность отличиться. И вот январь 80-го года мы едем в Швецию на первенство Европы.